Так, ребятки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро, с вами Вероника. Говорилку я уже записала. Вот. Определяйтесь с вашими вариантами. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. Здесь все стандартно, обычно. По предварительной подготовке карт. Глядите, кто-то из вас идет к своей силе, к своему дару, к своей мечте, к своей надежде. Здесь люди прорабатывают себя, люди практики, как минимум. Это первое. Но пока я подготавливала колоду, есть такой момент. У кого-то из вас по защитам какие-то иллюзии. Вы думаете, что все хорошо, а там нехорошо. Либо же вы думаете, что у кого-то из ваших недоброжелателей сильная защита. Вот эти моменты еще я буду уточнять. По всем остальным, так, давайте с веретника начну. Здесь, смотрите, известие какое-то, во-первых, вы будете получать. И что могу вам сказать? По снятию каких-то негативных моментов на ваши чувства, здесь, у вас, по защитам у вас удача. По чувствам вас уже бить не смогут. Вы проходите определенный этап обучения в той же магии, в той же чистке. Понимаете, вы учитесь чистить, защищать, охранять себя, любимого и быть счастливым. Товарищи ваши недоброжелатели отхватили. Но знаете, как еще? Они на какой-то период войдут в стагнацию, но потом будьте осторожны, руку на пульсе держать нужно. И здесь еще смотрите, какая штука. Вот сейчас ваши предки приняли решение, что из вашей жизни будут выпитаться все предатели. То есть здесь прям решение рода по этому вопросу. Так что, в принципе, карты классные выпали. Да, здесь колдовство и свершение, здесь практики, то есть это информация для тех, как я сказала, кто работает над собой, кто повышает свои вибрации. Опять же таки повторюсь, на моем канале нет информации для тех людей, которые с помощью магии, чудотворят негатив в сторону волеизъявления других людей. Как бы вам там фигово ни было, вы должны понимать, что есть и вторая грань того, что с вами происходит. Вот. По этим картам, по оракулу теней, здесь по ясновидению у вас новости очень хорошие. То есть кто-то из вас уже получил, либо же получит информацию по вашей защите. Может, вам вообще придет род и скажет, что и как делать, чтобы защита полностью или вообще была такая, именно которая вам подойдет, которую вы нигде не найдете, нигде не прочитаете. А это, кстати, самая дорогая информация, та, которую передает вам ваш род. Так, надеюсь, вы уже определились с вашими вариантами. Вот, как бы здесь его все обставить. Ну, а я буду переходить к первому варианту. Голубые камушки, вот немножечко вот так я там поглядела, вроде бы вам все видно. Может, немного вот так вот сделать, чтобы эстетика, так сказать, и вас задела. Так, давайте поглядим сейчас, секундочку, я кофейка пригублю. Так, смотрим ваши защиты. Что у вас по защитам? Но здесь, знаете, здесь такой расклад будет. Короче, будем глядеть по ходу, что покажут. Давайте так, вообще, с чего вообще, да, я решила его делать? Это для тех, кто себе ставил защиты на полнолуние.
Вот. Давайте поглядим, если кто не ставил, в каком они у вас состоянии, да, что с новой защитой. Может, она еще только в оборот у вас там входит, как бы. И поэтому паниковать нет смысла, а вы переживаете, да, что да, как да, почему и вообще. Ну, вы поняли меня. Надеюсь, поняли. Итак, давайте посмотрим, что с вашей нынешней защитой, да. Сегодня хочу вот так. Этот будет вариант для тех, кто ставил защиты. Вот как вы поставили. Так, смотрите, это, короче, первый вариант. Ваши защиты до полнолуния, да. Те, которые, ну, которые, или так, давайте, вот то, что вот если стоит и вы не ставили, в каком они состоянии, да. Вот. Это новые защиты, которые вы на полнолуние делали, ставили себе. Как они вообще? Да, что они вообще? И там, наверное, будем уточнять, потому что я сейчас, как всегда, возьму разгон, блин, а потом видео долго записывается. Ну, короче. Так, если кто не ставил защиты, в каком состоянии ваши защиты? Здесь защита вашей территории, вашего финансового канала, вашего благополучия, но, есть но. И знаете, какое но? Рост стабильности есть, то есть, знаете, здесь защиты как бы набирают оборот. Но здесь такое впечатление, что когда надо, они работают, когда не надо, чтобы с вас энергетику не хватать, они приостанавливаются. И в этот момент на вас может что-то и сыпаться. Либо же как энергетики не хватает, или вот в чем-то есть стопор. В чем стопор? Ну вот, пожалуйста, вашей силы собственной как будто не хватает. А еще знаете, из-за чего не хватает? Новые впечатления внесите, пожалуйста, в свою жизнь. Не сидите в болоте, в стагнации. Новое, радуйте себя. Радуйте, я не знаю, что хотите, делайте, блин. Но радуйте себя. И тогда будет все нормально с ними. И знаете, вот как-то, ну, больше себя радуете, они быстрее запускаются, быстрее работают и как или самообновляются, понимаете? Вот, ну, быстрее это все вообще проходит. Вы не застряете. Так, если кто ставил защиты на полнолуние, как они у вас? Эти защиты очень враждебно настроены на магический деструктив. Но чем больше вы переживаете, чем больше вы вспоминаете о прошлом, и у вас вот эта горечь сидит, да, обида какая-то, тем быстрее эта защита, я бы не сказала, что разрушается, но она, знаете, как спящий режим, не на все обороты запущена. Да, ребятушки, здесь, пожалуйста, решите свои какие-то внутренние моменты по поводу того, что в семье, может, семья не сложилась или еще что-то вкладывались, а не получилось. Поставьте уже на этом крест, пожалуйста. Вот эти все ваши думы, они защиту сбивают просто. Итак, в общей сложности, что еще по защитам, как поставились у вас? В дорогах работали, с родом, с дарами, с богами. Ну, с радостью ездили, ребят, с радостью. Так, то есть, вот, знаете, может, не с радостью, может, даже не с радостью. Может, кто даже на кладбище ездил, на места силы. Но знаете, вот
вот новизна, вот эти переживания от новых каких-то ощущений, вот, да, вот именно это вам и пошло на пользу, понимаете, сам процесс. Так, давайте по веретника колоде волшебное поглядим, что там у вас с защитами, да что места там мало уже. Так, что они скажут по вашим защитам? Ну, отомщение недоброжелателям. Дайте время. Не все так быстро, как вам хочется. Будет. Не надо никого там жалеть. Если вдруг что. Нет, здесь полностью, здесь хорошо по защитам. Какие-то иллюзии с вас спадают параллельно. Даже если вы просто устанавливали защиту, еще и почистились заодно. На том месте, где вы были. Поэтому... Кстати, ваши враги будут предупреждены, что это летит обратно. Что это, ну, вы входите в свою силу. Почему я говорю? Прежде чем насрать какому-то человеку, задумайтесь о том, какой в нем потенциал и что будет с вами, когда он в нем откроется. Тут ваши товарищи будут предупреждены. Но это через время. Занимайтесь, короче, своими делами, не заморачивайтесь. Долетит все, что нужно. Все, что должно, то долетит. И у вас там защита стоит, ну, хорошая. То есть по защите, кто ставил, хорошо все. Какие моменты тут рассмотрели, уже вы увидели. Так что вот так вот первый вариант у вас по защитам. Благодарю вас за просмотры. Оставляйте мне обратную связь в любом видео, в каком будет это удобно. Комментарии, либо лайки, либо дизлайки, либо подписывайтесь на канал, делитесь видео. Короче, кому как нравится. Все у вас классно, все замечательно, мне очень нравится по первому варианту. Да, есть свои моменты, но свои моменты будут всегда и везде, без этого никак. Вот слышите, что делается, да? Первый вариант. Кому-то херовато от ваших защит. Вот так вот. Сейчас уже, да, сегодня вот немножечко японского, обычно я французским выражаюсь, но сегодня, да, немножечко японского будет в студии. В общем, ладненько, первый вариант. Добра вам этого мира и пока-пока. Итак, второй вариант, белые камушки. Я вас приветствую. Давайте у вас также посмотрим, что у вас было по защитам. Что у вас по защитам, если вы их не ставили в полнолуние, да? Как они, в каком у вас они состоянии. И если все-таки новые ставленные есть, которые в полнолуние. Так, десятка кубков. Что тут? Ну, здесь многопланово, ребят. Здесь у вас уже идет защита, не только себя вы начали подпрягать. То есть здесь кто уже в теме, те деток своих оберегают. Уже дальше пошли вы род прочищать. Сегодня у нас что, второй вариант по энергиям будет зажигать, что ли? Итак, поехали. Если вы защиты, вот этот вот вариант... не ставили, то есть те, которые у вас были до полнолуния, как они вообще, что с ними. И если ставили защиты, то вот что с ними, с новоставленными. А что вы тут горюнитесь, печалитесь от своего дара? Королева-то жезла, ведьма, что такая в печальке? Печалька какая-то, печалька отдалела, да? Прорабатываете что-то. Печалька в
том, где трудитесь ежедневно, вкладываетесь в то, чтобы императрица... Чё, карты классные, а чё печалька-то, ребят, чё случилось? Наводят на вас что-то, да? Не ведитесь, отводите. Так, короче, защиты, которые были до полнолуния, если вы не ставили на полнолуние. Защита отдают тут же обратно. Здесь как зеркалка мне идет. Причем зеркалка с подвертом. Знаете, что я хочу сказать по этой защите? Я ее прям чувствую. Она живая. Это прям живой организм. Он умеет мыслить, он умеет сопоставлять, играть с вашими недоброжелателями. Здесь от рода махина запущена. Подарки недоброжелателям, налево и направо раздаются. Та, которая стояла. Здесь защита была не ставленная. Если ставленная, то очень давно вы как-то либо подзабили, либо... Знаете, вы начали не наносная защита. Нет. Либо же заказывали защиту. Здесь именно существа в защите. Здесь прям... Очень красиво. Кто, конечно, не знает, кто что как устроено, тем было бы страшно. Но здесь, класс, знаете, кто с чем пришел, тот с тем и свалил от вас. Пришли люди с хорошим к вам в пространство. Эта защита что делает? Ух ты нам плюшки принес, а мы как бы рады. На тебе в 3 раза больше, все, неси. Неси, все, класс. Принес ты там добро, счастье, удачу. Ты просто улыбнулся тебе искренне человек, а вы ему... Вот эта защита, она как бы еще и дает подарок этому. А кто пришел с какой-то белибердой, так вот она в 3 раза умножает вот это. И такая, цинь. Знаете, вот хрусталь у меня тут не слышно от ногтей. Чем стукнуть даже. Аж хочется прям стукнуть. Ладно. В общем, вы меня поняли, да? Вот что-то такое. Так, и если ставили защиту на полнолуние, как она? Тут даже не хочется ничего. А вот здесь хочется. Так, во-первых, ставленная защита, вот по этой защите вот вообще все чисто, все. А здесь защита уже агрессивная. Короче, есть какой-то персонаж, мужчина, он гнет свою линию, вас не отпускает. Бью себя по губам. В магии не останавливается, хочет сломить вашу волю, да. И здесь показывают, что, здесь защита может быть многоплановой, но сейчас основная ее функция вот этому жезловому, что через секс, к вам хочет подкатить, да, и ваш ресурс покушать. Вот, заодно, может, чтобы вы там ему и денежный канал свой ему отдали, да, и, и сами понимаете. И он хочет вашу фортуну забрать. Так вот, ваша защита сейчас полностью, как бы, знаете, на него направлена. То есть она просто, знаете, как око Саурона. О боги, сейчас кто-то как поймет, сколько мне лет, Коль я знаю, что такое «Властелин колец», да? Короче, вы поняли меня, да, как и не показано, вот четко говорит о том, что мужик, обрати внимание на мужика, как защита, да стоит хорошо, вертится.
Нахлобучивает. Ну, сейчас уточню. Сейчас будем глядеть дальше. Что поставлено в защите. Но здесь люди, вот вы ставили эту защиту. И знаете, что мне идет? Короче, вот это ставлено, она как в дополнение, вот к той, они как будто вот вместе, знаете, вот одно второе, а оно так брык и сцепилось. Там энергия, и они вместе такие вокруг вас. Так интересно тоже. В общем, ладно. Ну, опять вы. Опять вы. Ну, ваш дар вам от высших сил. Тут, ну, ваша сила, ваше могущество, если хотите. Ваш дар, тут предки. Ага. Этот человек вам разбивал сердце. Уж не знаю, мужчина ли это. Может, это ваша подруга близкая. Может, еще из родственников кто-то. Не суть важно. Показала мужика, да. Либо же, ну, человек, который, ну, хочет вами манипулировать и дальше гнет, гнет, гнет и гнет. Как ваша защита работает? Хорошо работает, но знаете, что вот помните, я смотрела, задавала вопрос, что королева жезлов была на дне, здесь классно, а вот эта 4 кубков, так вот, вот это, что пробивается, это, короче, он что-то делает, все до вас не долетает, нет. Но вот этими воспоминаниями, вот этими мыслями, там, знаете, живете, бац, вспомнили, здесь по менталу вас, на вашу голову влияют, по менталу хотят вас проломить, короче, поняли? Да, планы там у них великие, но хрен с этими планами, короче. И вот эти вот пытаются, да, как бы, ну, вам сердечную чакру покоцать, защиты работают, и та, может, ну, она своеобразная, короче говоря, понимаете, и это. Они работают, но если вдруг у кого такие вот мысли проскакивают, вот знаете, это вам дают намеки, пропускают некоторые действия, знаете для чего? Для того, чтобы, во-первых, вы проработали свои какие-то еще затыки и уже все, поставили на этом крест, как бы, и сказали, все, надоело, фу на тебя, иди отсюда, короче. Вот, это раз. Во-вторых, таким образом вам дают понять, кто, что и для чего на вас действует. То есть здесь предупреждает вас защита. На того глядит в упор, она там, а ну-ка, как к нему она. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушайте, мальчики, девочки, хорошо лупит этого человека, короче, ему построить отношения он не сможет. Бедное, несчастное создание, которое вечно будет, блин, ну в 5 мечей, понимаете, вечно болит башка из-за того, что якобы чего-то достиг, а потом бам! А это, оказывается, и не достиг, а оказывается, тебя просто еще и поимели в одно место, пока ты там думал, ты достигал, мы тебя имеем. Ну, такое, знаете, по больным местам его лупить будут хорошо. Защита, она не показывает себя полностью. Почему? Потому что там очень многопланово. Она вот дает мне понять, а самое основное, что вы должны сейчас знать. Тут прям, ну, живой организм, у него свои дела, и дал информацию, и все, отчаливай давай, короче. Вот он знают теперь, что должны знать, и как бы, ну, с тебя хватит. Вот такого вот плана. Я же говорю, здесь живой механизм. Вот второй с третьим вариантом поменялись. Почему так произошло, не знаю. Так, защита, гляньте, защита ставленная, предки, тотемы. Да, с свечами работали, со свечами, может, печати ставили. Ага, Ой, ребят, ну тут работа на кладбище. Вот хоть, ну, если вы этого не делали, это просто не ваш вариант, короче, услышали меня. Здесь работа на кладбищами, с предками, с духами, короче. Кстати, с хозяином, с хозяйкой кладбища тоже они помогли. Да,
И помогли они вам, ну, вообще классно. Вот. А ну-ка. Да, ну вы что, вы посмотрите, какие карты. Хозяйка, хозяин. Задала вопрос, видите? Мальчик, девочка. Хозяйка, хозяин. Ключи вам дали, подсобили. А следующее я задаю вопрос на всякий пожарный, знаете, так, перепроверить. А хозяин как? У меня, кстати, на кладбище, когда работаю, постоянно идет барон Самди. Не знаю почему, ну, пока у меня с ним, наверное, нужно прорешать какие-то моменты. Ну, его еще так хозяина кладбища и так могут называть. Вот, видимо, у меня такое название. И смотрите, кто выходит. Ах, красавец, красавец, и уроборос здесь, и луна, и, короче, и лунная магия. Да, что вы, ну, ребят, классно вообще по кладбищу, обалденно. Как защиты, да, офигенски. Здесь офигенские защитами. Опять же, ребятки, ну если вы вот, ну, захотелось вам взять второй вариант, а вы понимаете, что, ну, елки-палки, ну, это явно не про меня, ну, я там на кладбище не ходил, да я там вообще, блин, ну, не чувствую этого, да, или еще что-то, не в потоке вы, перезагадайте, пожалуйста, вариант. Значит, вот, ну, значит, вы это сможете сделать, если не отступите, значит, это то, к чему вам нужно стремиться, я не знаю, куда себя совершенствовать, понимаете, это просто вам на что-то вот, ну, намек. В любом раскладе есть информация ваша, а есть не ваша, потому что расклады общие. Что там по защитам? Ну, вот ты посмотри, как мне это вот. Ага, все, поняла. Ого, и следом еще. Так, ребят, защитой вообще очень хорошо. Но здесь классно. Здесь, короче, все атаки извне тут же отсекаются. Вообще, то есть, что к вам там летит, моментально. Программа либо отправляется обратно, либо просто ее уничтожают. Здесь те люди, которые хотели бы вам сломить волю. Тут защита ваша ломает их надменность. Она их просто берет в оборот. Короче, там товарищи с потустороннего мира просто идут толпой и дают люлей. Вот там вот ты собака такая дикая, да, иди сюда. Лящей там, подзатыльников, носаков, то есть надавали и отошли. Хорошая защита. Классно, мне нравится. Так, знаете, подходят вот, как котенка берут вот так вот, да, за затылок, и так тычут. Кто здесь насрал? Ты насрал? Ты здесь насрал? Вот, понимаете, вот такая вот защита. Я же сказала, здесь живой механизм. Так, повторюсь третий раз. Кто не работает с кладбищем, не заключает договора, кто не в теме. Но есть вариант, что вы заказывали защиту, и вам ставил мастер. Тогда это ваш вариант. Здесь на защите очень темные, очень рьяные товарищи, которые приводят любой приговор к исполнению. Вот так. Буквально, ну, то есть по щелчку пальцев. Без сожалений, без надо, не надо. Ты залез, ты получишь. Все. Предупреждают, намекают. То есть, знаете, такие, ну, как бы вам так сказать, вот интеллигенция темного мира. Вот прямо вот такое мне идет. Интеллигенты, понимаете? Но, блин, валят. То есть, знаете, такие справедливые, короче. Блин, класс. Просто класс. Вы полностью закрыты и защищены. Второй вариант, вам вообще париться незачем. Вы, видимо, идете на новый виток своего развития и
вот эта вся фигня, почему вас от нее вот так вот рьяно закрывают, потому что это вам сейчас, ну, не надо, и у высших на вас определенные планы есть, и, ну, они не хотят, чтобы вот эта дрянь, как бы, ну, вас там лишний раз отвлекала, вот и все. Поэтому глядите сами второй вариант по защитам. Блин, мне очень нравится второй вариант, я просто, ну... Если кто обращался к мастеру и знаете, что вам защиты поставили, браво мастеру. Ибо защиты, ну, на уровне. Я не спорю, есть, конечно, и выше уровни, но лично для вас, лично вот в этом вашей ситуации, здесь и сейчас, просто обалденно. Постепенно будете выходить из кризиса, конечно, здесь тоже не быстро, все постепенно, но что касаемо ваших защит, они стоят и не шелохнутся, и они вам очень-очень-очень помогают. Вот такой вот был расклад для второго у нас варианта, для белых камушков сегодня. Оставляйте, пожалуйста, вашу обратную связь, вот, в каком виде сами захотите. Там лайки, дизлайки, комментарии и тому подобное. Темы для раскладов также оставляйте. Ну и второй вариант. Я вам желаю добра этого мира, а все остальное, походу, у вас уже есть. Пока-пока. Итак, третий вариант. Теперь давайте-ка поглядим, что у вас тут по защитам. Что нам подскажут сегодня о вас. Итак, как ваши защиты, те, которые были до полнолуния, до затмения и тому подобное? Как защиты те, которые вы ставили для себя именно в полнолуние затмения? Что по ним там? Да идти ж твою на 5. Опять это четверка кубков, как и во втором варианте. Тяжело что-то, да, преодолевается. Тяженько, тяженько. Но это не говорит о том, что это нереально. Так. Здесь или две защиты, или два духа-помощника, фамильяра. Что-то вот такое. Также может быть у вас по фамильяру еще конь. То есть можете помедитировать, посмотреть, что там по коню у вас может, рот покажет. Быстро реагируют, скажем так. Реагируют быстро. Что по защите? Уточню. Все-таки уточню. Обновить, подновить, переделать. Ну, не сколько переделать, по новой надо, потому что здесь защиту снесли. Может, защита на семью вообще стояла. Вот что-то снесли, короче говоря, ребята, снесли. Работали хорошо, быстро реагировали, но их снесли. Не за один раз снесли, вот, старались, пытались, долго хотели, пробовали, подобрали, ключи снесли, меняйте защиту. Если ставили защиту.
Глядите, здесь защита хорошо, хорошие дары, либо же кто заказывал, то есть проплачено. Здесь защита очень хорошо работает. Она с вами крайне приятно сотрудничает. От вас энергию берет, а вам, то есть, знаете, в итоге получается слияние. Ее энергия, ваша энергия, и очень даже таки все хорошо. Так, уточню. Ее коцают, ребята, коцают мелкие программы. Знаете, ей как будто вот она застопорилась почему-то. Почему застопорилась? Вам нужны новые идеи. Чем больше вы напитываетесь положительными эмоциями от новых своих идей, тем лучше эта защита. Она, знаете, как все классно, как бы, да, и она такая приуныла, короче. Такая, не хватает ей, короче, подпитки от вас. Хорошо, но знаете, смотрите, по колесу фортуны то вниз, то вверх может крутить. Чем больше вы в балансе, тем, естественно, она лучше у вас пашет и работает. И меньше кто может ее, ну, от нее кусок отдирать. Здесь вот идет вот так вот. Стянуть не могут, но хоть понадкусывать, понимаете? А чем больше вы в ресурсе, тем и надкусить не смогут. Но здесь с духами рода, да, здесь с богами, с духами рода, свечами тоже работали. Здесь неплохо. Все вот именно по работе, по самому ритуалу все классно. Но вот не давайте повода ее у вас покусать. Вот прям так и идет. Кусают, кусают. Меня кусают. Здесь прорабатывать себя. Так, ну падаешь, так падай уже, давай. Да, еще какой-то скрытый умысел. Ну-ка, по защите. У вас планы были по поводу своей новой жизни, понимаете? А здесь кто-то ваши эти иллюзии-то подразбил. Что-то у вас не вышло из того, что напланировали. Тут помощь наставника. Ну хорошо, помощь наставника это классно. Может, кому-то обращались и вам ставили. И такое может быть. Здесь, да, здесь как с темными. По высшему суду. Так, да, здесь и помощь наставника. Если сами... Но не идет мне, что вы сами защиту ставили. Но если ставили вы, значит, вам помогал кто-то из рода, вышел. Сама ритуалика, все классно, но вы своим настроем сбавляете обороты этой защиты, и ее легче и быстро можно с вас стянуть. Тут, конечно, будет расплата вашим недоброжелателям по высшему суду за то, что они надменные. Да, здесь все удачно, здесь ангел-хранитель есть. Защита стоит, все, здесь темное.
Ну, вот темные да темные. Понимаете, я не могу уловить, оно что сокрыто. Блин, такой сумбур, короче. То ли ваша защита типа под непроглядами. Ну вы меня извините. Какие ж там непрогляды, если я просмотрела дальше все. Показывают, что, ну, ритуал, запуск ритуала, все классно, все хорошо. И ваши недоброжелатели получают. Слушайте, снимите с себя мороки, чтобы, короче, ну, вот, ну, то, о чем я вам сказала, чтобы вы не ели себя. То есть не давайте никому вас пробить лишний раз, да, на эмоции не высаживайтесь. И здесь, конечно, да. Мороки то ли на защите, то ли на вас. И вам, ну, вам точно их надо подснять, потому что у вас как, ну, стопор идей. Как интеллектуальный кризис, что ли. Третий вариант. Защиту заказывали у мастера, стоят темные, а на защите стоят мороки. Якобы, чтобы просмотреть нельзя было. Ох ты, как интересно у вас тут. Да. Короче, ритуал, повторяюсь который раз. Ритуал классный, защита стоит, оберегает, но ее, блин, коцают. На защите на вашей стоят хорошие товарищи такие, ну, то есть, как бы, такие, знаете, увести могут куда не надо. Тут прям, ну... И знаете, защита такая, ну... И плохим людям по башке дает, и хороших еще торкает. То есть здесь, знаете, ну... Защита ставлена, защита без души. А работает, да и работает. Но ее коцают. Ее коцают. Если кто сам ставил себе, вот еще что у нас.
кто сам себе ставил, просмотрите, пожалуйста, еще более детальней, с кем вы впряглись, короче. Я-то увидела, хотя и пытались закрываться, я-то все равно увидела тех, кого вы призвали. И это конкретно тем, кто ставили. Если кто сам ставил, не обращался. Будьте любезны и осторожны. Ну, то есть договора договорами, но читали ли вы мелкий шрифт? Вот тут третий вариант, я хочу вам сказать. Коль вы сами ставили, вы, короче, понимаете, к кому вы обратились, и я знаю, к кому вы обратились, да? Но глядите сами, короче, по какой причине ее коцают, почему эта защита и те, кто стоит, на этой защите, позволяют вас коцать. И при этом у вас как стопор именно в интеллектуальном развитии. Что вы на самом деле, чем вы платите? То есть вот, скорее всего, это для третьего варианта было, что победа-то достигнута, но тут очень жесткий баланс между темным и светлым у вас внутри. Угу. Ребят, идут болтанка какая-то. Хорошо, плохо, чудесно, хреново. Короче, здесь очень такое запутано. Вот по третьему варианту отпишитесь мне, пожалуйста, что у вас там и как. У каждого, конечно, по-разному это все проигрывается. Если кто у кого заказывал ставить, то есть там договора определенные у вашего мастера. Я это все понимаю. В таком случае, не давайте повода эту защиту, поковырять вам. Если кто ставил сам, да, это свой период, конечно, у вас. Но по чесноку я бы, если не ремнем, то подзатыльников бы вам нахлопала. Вы что-то упустили в договоре. Что-то вы упустили. И то, что я увидела, и мне еще и голову задурили, знаете, как в тумане. Задурили для того, чтобы я не увидела. А не увидела почему? А потому что вам нужно теперь пролопатить свой урок, который вы должны усвоить. Вы как будто на что-то поддались и... Но это для тех, кто сам ставил. Защита стоит и стоять будет. Но вы не совсем понимаете, чем на самом деле будете за нее расплачиваться. Если у вас вопрос стоит кардинально, пусть стоит, лишь бы защитила, то ее все равно коцают. Чего-то вы там, ребятки, не учли, будьте аккуратны и осторожны. Да, недоброжелатели ваши отхлябывают, но смотрите, чтобы и
вас не покушали. Такой третий вариант, конечно, интересненький. И забавненький. Если кто обращался к мастеру, и как бы вы, заплатили за работу и чувствуете, что у вас пошло и знаете, идей нет, таких каких-то устремлений нет, такое что-то, знаете, начали, бросили, фу, не хочу, неинтересно, вот это, и это со временем, фу, не хочу, нет, не буду. Вот, короче, и думайте теперь, какова истинная цена ваших защит. Поэтому тут такое дело, тут, конечно, да. Не, я, конечно, увидела, кто, что и... Эх, короче, третий вариант. Что вам пожелать-то? Комментарии ваши оставляйте, да, это все, короче, по списку, как обычно, лайки, дизлайки, комментарии, да. Подписывайтесь на канал, кому это интересно. Стало, было. Добра вам этого мира, третий вариант, и... будьте более бдительны. Вот так. Пока-пока.